Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю слоеные баклажаны с фаршем и сыром. На мой взгляд, это просто идеальное сочетание. Нежные ломтики баклажанов, ароматный мясной соус и запеченный сыр до золотистой корочки. Ну как же это вкусно! Обязательно приготовьте и попробуйте. Этот рецепт любой ужин сделает праздничным. А готовится все просто, быстро и без лишних хлопот. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Подготовлю баклажаны. Для моего рецепта я использую вот такие небольшие баклажанчики. Если у вас баклажаны большие, их можно нарезать кружочками. Я буду резать в длину. Срезаю кожицу и теперь режу на кусочки толщиной примерно 1 сантиметр. Баклажаны выкладываю на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Присыпаю их солью и перцем. Слегка поливаю оливковым маслом и отправляю их запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Средними кусочками режу 3 зубчика чеснока. Средними кубиками режу помидоры. Кубиками чуть помельче режу болгарский перец. И мелко порежу небольшой пучок петрушки. Можно использовать любую зелень, какую вы хотите. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться сначала чеснок. Обжариваю буквально в течение полминуты, чтобы он дал свой аромат. Теперь добавляю в сковородку фарш. Я использую говядину. Можно использовать любое мясо. Обжариваю фарш на большом огне, чтобы он не пускал сок, а именно обжарился. Добавляю черный перец. Добавляю чайную ложку сушеного чеснока, чайную ложку паприки, чайную ложку орегано. Конечно, все специи используйте по своему вкусу. Когда фарш обжарился, добавляю помидоры и болгарский перец. И все тушу до мягкости помидоров, чтобы получился такой соус. Также обязательно добавьте 1 чайную ложку сахара для баланса вкуса. Накрываю сверху крышкой и потушу на небольшом огне примерно минут 10. Конечно, периодически поднимаем крышку и все перемешиваем. Я лопаткой разминаю помидоры, чтобы получился соус. Обязательно попробуем на вкус. Добавляю немного соли. Сейчас крышкой я уже не накрываю. Я хочу, чтобы немного выпарилась лишняя влага. Буквально потушу еще пару минут. Добавляю в сковородку зелень. И моя начинка готова. Снимаю сковородку с плиты. Баклажаны уже запеклись в духовке. И теперь кусочки баклажанов буду чередовать с мясным соусом. Всего у меня будет 3 слоя баклажанов, поэтому я постаралась подобрать 3 кусочка баклажанов, которые будут соответствовать размерам. Сверху на баклажан выкладываю мясной соус. Сверху присыпаю сыром. Я использую сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Накрываю сверху пластинками баклажана. Слегка прижимаю. И делаю следующий слой. Снова выкладываю мясную начинку. Сверху сыр. И снова закрываю пластинками баклажана. Я немного все прижимаю. И теперь осталось сверху выложить последний слой мясной начинки и сыр. Получается такой слоеный баклажан с мясной начинкой. И отправляю все в хорошо разогретую до 180 градусов духовку еще минут на 15. Баклажаны вот так невероятно красиво запеклись. Сверху подрумянился сыр. Конечно, горячими подаем их к столу.
Баклажаны получаются невероятно сочные, мягкие, нежные, с ароматной мясной начинкой. Обязательно их приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!